Всем большой привет из Аргентины, с вами Яна. Сегодня речь пойдет об одном из самых красивых деревьев в Аргентине. Это жакаранда, или как мы ее называем, хакаранда. Нереальный цвет, сиреневый, прекрасные облака такие поглощают вообще весь город в ноябре в Аргентине. Часто можно увидеть фотографии вот такие вот, это все неправда, это какое-то цветное брокколи. На самом деле вот это настоящий цвет этого дерева. Его здесь даже часто называют именно голубым, небесно-лиловым, а никак не вот тем фиолетовым, который иногда публикуют в интернете. На начало 2019 года вроде в городе насчитывалось 14 301 экземпляр деревьев. Вот вы можете посмотреть, что карта просто вся пестрит вот этим фиолетовым цветом. К концу 2021 года хотели увеличить число деревьев в городе до 16 с лишним тысяч. Ну, пока неизвестно, получилось это или нет, но действительно каждый день я встречаю, каждый год, наверное, не каждый день, встречаю новые молодые растения, которые уже в первые даже годы цветут. А мы сегодня отправимся преимущественно вот по этой улице, проедемся на мотоцикле в конце видео. Прям будет такой коридор, скажем так, из этих фиолетовых облаков. Ну и давайте посмотрим, где мы сейчас находимся. Это мост студентов у факультета права в столице. И вот здесь очень такое популярное туристическое место, куда в ноябре часто приходит множество и туристов, и местных тоже, снимать, фотографировать, устраивать фотосессии. Здесь действительно очень красиво, потому что куда ни глянь, везде цветет прекрасная жакаранда. Ну и Гардель вон там нам улыбается. Давайте немного расскажу о самом дереве. Ну, в первую очередь, наверняка многие из вас знают, что это дерево растет не только у нас в Аргентине, но и в Австралии, в Израиле, в европейских городах, да, в Португалии, во Франции точно растет. Есть и в Мексике, но вот откуда же оно, где его родина? Родиной этого дерева является и Аргентина в том числе, но в целом, да, Южная Америка. Единственное, что, конечно, это не столица, не Буэнос-Айрес, а более северные районы Аргентины, а также Уругвай, Парагвай и юг Бразилии. Завезли это дерево именно в столицу уже в 1898 году. На самом деле большой вклад в озеленение вообще города Буэнос-Айрес. Здесь раньше не росли никакие деревья. Значит, большой вклад внес французский ландшафтный архитектор Карлос Тайс. Он приехал в Аргентину из Франции в 1889 году и вот начал заниматься изучением местных растений и озеленением столицы. В 1898 году он создал ботанический сад в Буэнос-Айресе, в который мы обязательно как-нибудь с вами тоже сходим, и завез в том числе и жакаранду в город. Привез он ее, как я уже говорила, из северных районов Аргентины. Я напоминаю, что север в Аргентине – это вот туда ближе к экватору, ближе к жаре, да? Это сельвы, это предгорье Анд, и вот там такая растительность является естественной. И это дерево считается вечно зеленым, хотя сейчас вы видите, что вот это фиолетовые облака, ничего зеленого на них нет, но после того, как дерево отцветает, на нем появляются мелкие такие, похожие на акацию, наверное, листочки зелененькие, они останутся и на зиму. Единственное, что станет цвет более такой тусклый. То есть осенью эти деревья не становятся желтыми, а просто скорее теряют вот этот насыщенный зеленый цвет. И в конце зимы они все еще обычно на деревьях и буквально опадают прямо перед самым цветением.
То есть где-то в конце октября деревья становятся практически лысыми, но уже начинается цветение. Ну и вот в ноябре это такое облако, и постепенно, когда цветение заканчивается, появляются листочки. Тем не менее, оно считается все равно вечно зеленым растением. В высоту может достигать до 15-20 метров. И живет оно, скажем так, до 100 лет и более 100 лет. Ну и, как я вам уже сказала, да, поскольку это северное растение, да, из северных районов, название его пришло к нам из языка гуарани. В переводе обозначает по одним оценкам, что это душистые, а другие говорят, что это еще может и означать прочную древесину. Ну и действительно, древесина этого дерева является ценной древесиной. Другие же народы из севера Аргентины называют это дерево не хакаранда. Хакарандой его называют только гуарани, а другие народы называют его тарко. Мы с вами посмотрели на карту, да, что это дерево на самом деле по всему городу распространено, и в каких-то районах встречается больше, в каких-то меньше. Вот самыми такими фиолетовыми районами можно назвать Палермо, Реколету и Бельграну. Собственно, районы, по которым мы и проедемся сегодня, хотя будут там кадры из центра Буэнос-Айреса. Итак, пока мы едем в другой район Буэнос-Айреса за другими кадрами Жакаранды, расскажу вам, что в 1941 году в Аргентине проходило голосование выбирали национальный цветок Аргентины. И вот среди прочих растений участвовали в этом конкурсе и жакаранда. Это мы сейчас находимся в центре, на самой широкой авениде Аргентины 9 июля. Так вот, в 1941 году произошло это голосование, и в 1942 все почитали и объявили, что, увы, жакаранда проиграла, а выиграло другое растение. Это дерево сейбо, и я однажды его уже показывала в сериях про экопарк. Ну, не суть. Суть в том, что жакаранда проиграла, а тем не менее, если сегодня спросить аргентинцев, не все, конечно, большинство знают, какой национальный цветок, но некоторые назовут жакаранду. У нас есть и монетки с этим деревом, с изображением, но, тем не менее, это дерево не является национальным цветком, зато в 2015 году именно в городе, в городе, в столице, жакаранда была выбрано как бы это по-русски-то сказать, отличительное дерево, то есть характеризующее город. Вот, получила она такой статус. Это мы сейчас находимся в центре, и здесь, конечно, сочетание чудесной архитектуры и вот этого нереального сиреневого облака, конечно, заставляет даже меня уже 10 лет живущую в Буэнос-Айресе каждый ноябрь идти невозможно оторвать глаз. Я всю жизнь до этого прожила в Москве, и ноябрь был моим самым нелюбимым месяцем. И никогда наверное, февраль только был еще хуже. Никогда бы не могла подумать, что однажды ноябрь станет, наоборот, любимым месяцем. Здесь уже в Аргентине весенним месяцем. Кстати, жакаранду любят высаживать в городах, в больших, не только из-за ее, скажем так, эстетической красоты, но и считается, согласно исследованиям ученых, что это дерево потребляет большое количество различных вредных газов. Например, 10 взрослых растений, рассаженных на определенном удалении друг от друга, потребляют выхлопы до 1405 машин за сутки. Это считается высоким показателем. Ну и еще мне хотелось бы отметить, что многие блогеры пишут, что жакаранда пахнет, вкусно пахнет и так далее. Ну и я вам говорила, что с языка гуарани хакаранда название переводится как душистый, ароматный в том числе.
Я сколько ни пыталась совать нос в молодые растения, несмотря на то, что я не болела модной болезнью, и запахи я чувствую, аромата от цветов я у хакаранды никогда не чувствовала и просила других понюхать, тоже не чувствовала. Но действительно идет аромат, когда растение уже начинает скидывать свои цветочки. Это такой, подгнивающих цветов, наверное, аромат. Он такой сладковатый, действительно не неприятный, хотя звучит это, возможно, не очень. Но, тем не менее, молодое дерево, которое еще невысокое, не пахнет. Кстати, жакаранда цветет 2 раза. Второй раз она зацветет в марте, или в конце февраля, то есть в конце лета. Но это будет уже не совсем то же самое, не будет вот этих фиолетовых облаков, потому что, во-первых, будут листочки, и цвести будут только отдельные какие-то грозди поменьше. Но сейчас мы выезжаем на авениду Алькорт и проедемся около 5 километров по вот такому сиреневому коридору. На самом деле я 2 года не садилась на мотоцикл. А вот ради этого видео, да и самой просто посмотреть, это действительно немножко иначе, когда ты смотришь на вот эти вот цветущие деревья, такой коридор из цветущих деревьев с середины дороги, и на мотоцикле немножко так приподнято. Конечно, снимать было тяжеловато в первую очередь, потому что с непривычки, ехать нужно быстро, здесь нельзя медленно ехать. И из-за дуновения ветра, держать вот на вытянутой руке телефон достаточно тяжелый. В общем, было непросто. И блики, видите, солнце очень яркое уже. Но вот получилось как получилось. Надеюсь, это не помешает вам оценить всю вот эту вот красоту и масштаб. Действительно, так длинная дорога и такой чудесный коридор. И вы, наверное, видите, что некоторые растения прям уже в самом цвету, другие меньше, на некоторых уже появляются листочки. Она действительно не всегда равномерно зацветает, и бывает, что в какой-то год прям все растение такое облако, а в другой год меньше цветов. Не знаю, от чего конкретно это зависит, но вот такое тоже бывает. Надеюсь, сиреневые облака вас влюбили так же, как и влюбляют меня каждый год в ноябре в Буэнос-Айресе. И расскажите, видели ли вы это дерево раньше, может быть, видели в каком-то конкретном городе, или только мечтаете увидеть. Буду рада вашим комментариям. На этом с вами прощаюсь. Всем хорошего дня или вечера. Пока!